Вы боитесь акул? Забудьте. Акулы – это всего лишь распиаренный бренд, зубастая декорация для голливудских триллеров и туристических открыток. Настоящая опасность не рычит, не бьет хвостом по воде и не оставляет картинных плавников на горизонте. У нее вообще нет лица, она не дает вам шанса даже осознать, что вы уже мертвы. Прямо сейчас, пока вы слушаете этот голос, в паре метров от переполненных пляжей, в зоне комфорта, где вода едва доходит вам до пояса, разыгрывается сценарий, который не снился ни одному режиссеру ужасов. Мы хвастаемся тем, что покорили эту планету. Мы разделили ее на страны, проложили маршруты и поставили шезлонги на каждом пригодном клочке суши. Но мы продолжаем совершать одну и ту же фатальную ошибку. Мы считаем океан игровой площадкой. Мы заходим в воду с улыбкой, не понимая, что пересекаем границу мира, где действуют законы химической войны и абсолютного безразличия к человеческой жизни. В мире, где вы не вершина пирамиды, а просто 150 тысяч калорий, упакованных в мягкую кожу. Сегодня вы узнаете правду о тех, кто на самом деле правит мелководьем. О существах, чьи методы убийства настолько совершенны, что им не нужно быть огромными, чтобы заставить вас исчезнуть. Название этой истории написано кровью на песке. Самые опасные существа океана. Что делает хищника идеальным? Скорость, размер челюстей или способность превращать ваше собственное тело в тюрьму? Напишите в комментарии под видео. Представьте типичный полдень на австралийском побережье, Квинсленд. Солнце заливает берег, вода кажется жидким изумрудом, прозрачным до самого дна. Вы видите каждую песчинку, каждую ракушку. Мужчина делает шаг в воду. Он чувствует приятную прохладу, он расслаблен, он в безопасности. Но в паре метров от него в воде парит нечто почти эфемерное, почти святое в своей прозрачности. Кубомедуза. Она кажется призраком. Сгусток живого желя. Прозрачный купол и едва заметные нити, тянущиеся за ней, как тончайшие волосы. Она весит меньше спелого яблока. В ней нет ярости. В ней нет даже мозга в нашем понимании, только примитивная нервная сеть. Но в ее щупальцах заложен самый совершенный химический код смерти на этой планете. Это не охота в привычном смысле, это мгновенная биологическая аннигиляция. Жертва не успевает вскрикнуть, она не чувствует укуса, она чувствует, как ее кровь внезапно превращается в раскаленную кислоту, текущую по венам. Яд кубомедузы атакует одновременно сердце, нервную систему и клетки кожи. Рецепторы боли вспыхивают так ярко, что мозг просто выгорает от шока, не в силах обработать такой объем страданий. Секунда, и здоровый, сильный человек превращается в безжизненный манекен, который медленно оседает на дно под весом собственного страха. Спасатели даже не успевают добежать до кромки воды. Вы все еще продолжаете думать об акулах? Акула хотя бы оставляет шанс на борьбу. Здесь борьбы нет, только вспышка и темнота. Но океан любит разнообразие. Если кубомедуза – это быстрый яд, то следующий герой – это мастер маскировки, который ждет вас там, где вы меньше всего ожидаете. Рыба-камень – самая ядовитая рыба в мире. Она не плавает за вами, она просто лежит. Она часть ландшафта, кусок коралла, невзрачный булыжник, покрытый водорослями. Представьте, вы идете по мелководью в специальных тапочках, чувствуя себя защищенным. Ваша нога опускается на мягкий песок, и вдруг резкий укол. На спине этой рыбы расположены 13 острейших шипов, способных пробить даже резиновую подошву. Это не просто шипы, это шприцы, заряженные нейротоксином. Боль настолько невыносима, что люди просят ампутировать им ногу прямо на месте. Ткани вокруг места укола начинают отмирать в реальном времени. Начинается паралич. Если помощь не придет в течение нескольких минут, ваше сердце просто откажется качать отравленную кровь. Самое страшное в рыбе-камне не ее яд, а ее терпение. Она может лежать неподвижно неделями, пока вы не совершите свой роковой шаг.
Она мина замедленного действия, которую установила сама природа. А как насчет тех, кто выглядит как прекрасный сувенир? Синекольчатый осьминог. Маленькое, изящное создание размером с теннисный мяч. Когда он спокоен, он почти незаметен на фоне песка. Но если его потревожить, на его теле вспыхивают неоновые синие кольца. Это последний сигнал, который вы увидите в своей жизни. Его укус почти безболезнен. Вы можете даже не заметить, что этот крошечный красавец коснулся вашей руки. Но через 2 минуты ваши губы начнут неметь. Через 5 минут вы не сможете сглотнуть. Через 10 минут ваши легкие перестанут слушаться приказов мозга. Это тетрадотоксин. Он в 1200 раз мощнее цианида. Самое жуткое. Вы остаетесь в полном сознании. Вы слышите крики людей. Вы видите небо. Вы чувствуете, как врачи пытаются заставить вас дышать. Но вы заперты в собственном теле. Вы – живой труп, который ждет, пока яд либо выйдет из системы, либо окончательно остановит сердце. Этот осьминог не прячется на глубине 10 километров. Он живет в прибрежных лужах, где играют ваши дети. Мы привыкли считать себя хозяевами этого мира и верим, что природа – это декорация для наших селфи. Но 70% этой планеты никогда нам не принадлежали. Мы всего лишь временные гости, которые задержались на пороге чужого, крайне опасного дома. Мы живем в иллюзии безопасности, пока не подходим слишком близко к зеркальной глади воды. Мы смотрим страху в глаза, пока он не моргнет первым. Если вам интересны такие истории, подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение таких историй, которые написаны кровью на песке. Дальше становится только хуже. Напряжение в прибрежной зоне никогда не спадает. Оно просто меняет форму и масштаб. Каждую минуту под водой разыгрываются драмы, которые мы игнорируем, наслаждаясь коктейлем на берегу. Мы ищем опасность в клыках и размерах, но часто она скрывается в красоте и миниатюрности. Ученые находят странные закономерности в поведении морских обитателей. Мы привыкли думать, что хищник ест, когда голоден. Но в океане есть те, кто убивает ради территории, ради инстинкта или просто потому, что вы оказались на пути их эволюционной программы. Это война без правил, которая длится миллионы лет. И на этой войне человек самый неподготовленный. Мы заходим в воду безоружными, с мягкой кожей и замедленными реакциями против существ, чьи предки оттачивали искусство убийства еще до того, как наши пращуры научились ходить вертикально. Вы думаете, что опасность – это всегда нечто чужое? Посмотрите на конусообразную улитку. Ее раковина – это шедевр природного дизайна. Коллекционеры готовы отдавать $1000 за редкие экземпляры. Вы видите ее на дне, она манит своим узором. Вы протягиваете руку, предвкушая, как она будет смотреться на вашей полке. Но улитка – это не просто медлительный моллюск. Это высокотехнологичный снайпер мелководья. Внутри ее тела скрыт гибкий хоботок с гарпуном на конце. Один мимолетный укол, который вы можете принять за царапину о ракушку, и в ваше тело впрыскивается конотоксин. Это сложнейший коктейль из сотен различных ядов. Один из них мгновенно отключает болевые рецепторы, чтобы вы не поняли, что произошло. Другой парализует мышцы. Вы стоите в воде, любуетесь находкой, и вдруг понимаете, что ваши колени подгибаются. Вы падаете в воду лицом вниз, но не можете даже поднять голову, чтобы сделать вдох. Вы тонете в 30 сантиметрах воды, держа в руке свою смерть. От яда некоторых видов конусов не существует антидота. Медицина бессильна против того, что природа создавала миллионы лет для охоты на рыб. Но давайте сместим взгляд на тех, кто берет массой и организованностью. Португальский кораблик. Это не медуза, хотя выглядит именно так. Это сифонофора, колония из 1000 крошечных организмов, слитых в один смертоносный механизм. Сверху голубой пузырь, работающий как парус, но под водой тянутся щупальца длиной до 30 метров. Представьте, вы плывете по поверхности, наслаждаясь теплым течением. Вы не видите ничего подозрительного перед собой. Но ваши ноги задевают невидимые нити далеко позади пузыря.
Это как влететь в колючую проволоку под напряжением. Щупальца мгновенно сокращаются, впиваясь в вашу плоть тысячами стрекательных клеток. Боль настолько интенсивная, что вызывает судороги и шок. Вы начинаете метаться, запутываясь в нитях еще сильнее. Каждое движение только плотнее затягивает петлю. Вы не просто получаете ожог, вы получаете удар по всем жизненно важным центрам. Кораблики часто приплывают целыми флотилиями. Это биологическое минное поле, которое дрейфует по воле ветра, превращая популярные курорты в зону отчуждения за считанные часы. А теперь вспомните о том, кто считается символом мудрости и спокойствия. Морские черепахи? Нет, морские змеи. Кольчатый плоскохвост. Они любопытны и часто подплывают к дайверам. Их чешуя переливается на солнце, они выглядят грациозно. Но их яд в разы токсичнее, чем у кобры. У них маленькие зубы, и они редко проявляют агрессию. Но если это случится, шансов почти нет. Их яд разрушает мышечную ткань и блокирует почечные каналы. Вы умираете не сразу. Вы умираете медленно, в течение нескольких дней, пока ваши мышцы буквально растворяются внутри вашего тела. Океан не всегда бьет в лоб. Иногда он убивает вас деликатно, почти ласково. И не забывайте про самых крупных обитателей мелководья. Гребнистый крокодил. Самый большой прибрежный хищник планеты. Он живет в соленой воде. Он патрулирует пляжи Северной Австралии и Юго-Восточной Азии. Это живое ископаемое весом в тонну, которое способно развивать невероятную скорость в воде. Его тактика – смертельное вращение. Когда он захватывает жертву челюстями, он начинает крутиться вокруг своей оси, отрывая конечности и ломая кости. Для него человек – это просто белковый батончик. Он может выпрыгнуть из воды на 3 метра, достав вас даже на борту небольшой лодки. Он не охотится, потому что зол. Он охотится, потому что за 100 миллионов лет ничего не изменилось. Он – хозяин, вы – еда. Но если вы думаете, что опасность всегда выглядит как чешуйчатый монстр или зубастая пасть, вы ошибаетесь. Иногда океан расставляет ловушки, которые физически невозможно заметить. Представьте, вы стоите по колено в воде, под ногами мягкий, податливый песок. Вы чувствуете себя в полной безопасности, но прямо под вашей ступней, в нескольких сантиметрах под слоем песка затаилось нечто скат-хвостокол. Он – невидимый призрак мелководья. Его плоское тело идеально сливается с дном, а глаза, единственное, что остается на поверхности, неподвижно следят за вибрациями воды. Когда ваша нога опускается на его спину, срабатывает древний механизм защиты. Хвост ската взлетает вверх, как хлыст. На конце этого хлыста – зазубренный костяной кинжал, покрытый токсичной слизью. Это не просто укол. Это удар кинжалом, который входит в вашу плоть, а затем, благодаря зазубринам, буквально разрывает мышцы и сосуды при выходе. Яд вызывает мгновенный некроз тканей и такую боль, от которой люди теряют сознание прямо в воде. И пока вы смотрите под ноги, опасаясь песка, опасность может парить прямо перед вашим лицом. Крылатка. Она выглядит как оживший шедевр из музея искусств. Пышные плавники, напоминающие перья экзотической птицы, и яркая предупреждающая окраска. Она не убегает. Она медленно и величественно дрейфует среди камней прибрежных пирсов. Она знает, что она неприкосновенна. Каждое ее перо – это полая игла, заряженная мощнейшим нейротоксином. Любопытство – самый опасный инстинкт туриста. Стоит вам протянуть руку, чтобы коснуться этой красоты, и крылатка сделает едва заметный выпад. Укол вызывает мучительную пульсирующую боль, которая за считанные минуты доходит до плеча, вызывая паралич дыхательных путей и сердечную недостаточность. Океан часто использует красоту как приманку, и крылатка – это идеальная ловушка для тех, кто привык судить о вещах по их внешнему виду. Но есть хищники, которые не прячутся. Они атакуют открыто и с такой скоростью, что ваш мозг не успевает зафиксировать угрозу. Большая барракуда.
Ее называют морской щукой, но это сравнение слишком мягкое. Представьте 1,5 метра живых мышц и челюсти, усеянные зубами, которые острее кухонных ножей. Барракуда. Это визуальный охотник. В мутной прибрежной воде она реагирует на вспышки света. Блеск ваших часов, серебряная цепочка или просто обручальное кольцо – для нее это чешуя раненой рыбы. Она атакует из засады на скорости 50 км в час. Это молниеносный выпад. Вы не увидите ее приближения. Вы просто почувствуете резкий ледяной рывок. Ее зубы входят в человеческое тело, как бритва в масло, оставляя рваные раны до самой кости. Барракуда не пытается вас съесть целиком. Она просто вырывает кусок плоти и исчезает так же быстро, как появилась. В мире мелководья блеск металла. Это не роскошь, это мишень. И, наконец, вершина прибрежного кошмара. Тот, чье присутствие заставляет пляжи пустеть за секунды. Мы привыкли думать, что большая белая акула – это обитатель открытого океана. Но это смертельная иллюзия. В поисках котиков или рыбы эти 5-метровые тени заходят в зону прибоя. Туда, где пенятся волны. Туда, где катаются серферы. Взгляните на кадры с дрона. Вы видите десятки людей на досках, наслаждающихся океаном. И прямо под ними, в нескольких метрах, бесшумно скользит темный силуэт. Это момент чистого дистиллированного ужаса. Люди сверху абсолютно не подозревают, что находятся в зоне досягаемости самого совершенного хищника на планете. Белая акула не всегда нападает. Часто она просто наблюдает, изучая вас своими черными безжизненными глазами. Но если она решит проверить, что вы такое, она сделает пробный укус. Для 5-метровой акулы это просто проверка. Для человека это потеря конечности или мгновенная смерть от потери крови. Океан не прощает беспечности. Он лишь дает нам возможность поплавать рядом с его истинными хозяевами, пока они позволяют нам это делать. Так кто же на самом деле является самым опасным существом в океане? Тот, у кого самые длинные клыки. Тот, кто обладает самым быстрым ядом. Или тот, кто умеет прятаться у всех на виду. Нет. Самое опасное существо океана – это сама вода. И наша иллюзия контроля над ней. Океан не испытывает к нам ненависти. Он не злой, он не замышляет убийства. Он просто бесконечно равнодушный. Он – колоссальный организм, в котором жизнь и смерть переплетены настолько плотно, что одно невозможно без другого. Он – лаборатория, где эволюция оттачивала способы выживания миллиарды лет, и эти способы не включают в себя заботу о безопасности человека. Океан не прощает ошибок. Он не дает второго шанса. Он просто ждет, когда вы совершите свой последний опрометчивый шаг. Каждый раз, когда вы заходите в воду, когда вы плывете к горизонту, чувствуя себя венцом творения, помните одну вещь. Прямо под вашими ногами, за каждым камнем, в каждой красивой ракушке и в каждой прозрачной тени скрывается результат миллионов лет отбора. Кто-то прямо сейчас зафиксировал тепло вашего тела. Кто-то увидел ваши движения через электрорецепторы. Кто-то уже приготовил свой гарпун или ядовитый шип. И этот кто-то никуда не торопится. Для него вы – лишь минутная вспышка, маленькое недоразумение в вечном цикле охоты, который начался задолго до появления первого человека и закончится спустя эпоху после того, как исчезнет последний из нас. Океан смотрит на вас прямо сейчас. Он изучает ваши слабости. Он знает, что вы не умеете дышать под водой. Он знает, что ваша кожа слишком тонка, а сердце бьется слишком быстро от первобытного, подсознательного страха. И он всегда готов принять вас в свои соленые объятия. Навсегда. И именно поэтому эта история никогда не заканчивается. Океан всегда будет манить нас своей красотой и всегда будет пугать своей беспощадностью, напоминая о том, как мы малы и уязвимы. Подпишитесь на канал, чтобы увидеть, кто на самом деле ждет тебя под водой, что обычно остается за кадром, за чертой вашей зоны комфорта. Океан ждет, и он никогда не бывает сытым.
Он просто ждет вашего следующего шага. Оставляйте свои мысли в комментариях и берегите себя в следующий раз, когда решите зайти в воду. Спасибо, что вы с нами.